Всем новичкам-ютуберам привет! Хочу еще раз сообщить открытие моего канала в помощь всем тем, кто хочет стать блогером на ютубе. Конечно же, информация может стать полезной как для ютуба, так и для других платформ. Вы на моем опыте новичка будете следить за моим прогрессом, и я с вами буду делиться честной информацией. Полетели! Еще я очень рекомендую тебе посмотреть это видео до конца, чтобы понять весь поток моих мыслей. Буду очень рад, если здесь ты найдешь ответы на некоторые из возникающих у тебя вопросов. И надеюсь, тебе было интересно послушать, какие же проблемы существуют у киноделов. Но этих проблем гораздо больше, чем я описал в первом видео. Те из вас, кто был чуть внимательнее остальных, нашли ошибки в моем предыдущем ролике. Также вы могли обратить внимание на погрешности в оформлении канала. Я очень прошу обсудить эту тему в комментариях, какие ошибки вы заметили и заметили ли вообще, какие нюансы оформления видео и канала в частности я не учел, что за ляпы вы нашли, ну и в целом, что вам понравилось и что нет. А сегодня я хочу поднять тему света, то есть освещение предметов и персонажей в наших с вами видео. У света бывают разные характеристики. Он может быть жестким, мягким, теплым или же холодным. Какое оборудование нам стоит приобрести, чтобы картинка нас устраивала и у нас не было проблем со светом? Я очень быстро понял, что надо докупить свет, если я все же буду снимать в домашних условиях большее количество видеоматериала, или же не покупать вообще и снимать всегда на улице. Но не так все просто. Ограничиться исключительно улицей ты не сможешь. И есть несколько причин почему. Первая же причина весьма естественна. Всегда снимать на улице не получится. Из-за погодных условий ты будешь переносить съемки до тех пор, пока погода не улучшится. А тебе уже завтра нужно выложить видео на свой канал. Вторая причина, ты не всегда на улице сможешь найти тихое место, когда тебе это будет необходимо, где тебе в микрофон не будут попадать различные шумы, которые тебя будут сбивать с мысли, отвлекать от процесса. А когда ты будешь прослушивать аудиозапись, то поймешь, что тебя попросту не слышно из-за этих неприятных для слуха шумов. Или слабо слышно и речь нечеткая. Твоему зрителю просто не понравится качество аудио, и он, возможно, даже не осознав, что конкретно его не устраивает, не продолжит просмотр. В итоге ты останешься у разбитого корыта, ни денег, ни славы, потраченные нервы и время зря. Вот тогда ты поймешь, что тебе надо все же купить свет и снимать в тихом помещении. А еще бывают ситуации при съемке видеоролика, когда погода плохая, а в твой дом доносятся дикие звуки ремонтных работ с улицы, или любимые соседи и их дети сходят с ума. На съемку остается совсем мало времени и приходится кардинально менять локацию. В таком случае мы можем напроситься в гости или же отправиться искать хорошую погоду. Когда все же мы снимаем в нашем помещении, нам нужно разобраться в ряде вопросов. Главный вопрос – это то, как нужно справляться с искусственным светом и как настроить свет так, чтобы твоя картинка была хорошего качества и не портила всю атмосферу передаваемого тобой материала. Существует очень много схем расставления света в помещении, но ты не разберешься с ними до конца, пока сам не начнешь экспериментировать. В каждой схеме будет обсуждаться вопрос о расположении света в каком-то конкретном помещении. Но в твоем месте съемки данная схема света будет вести себя совсем по-другому. Есть ряд вопросов, с которыми в первую очередь надо справиться. Первый же вопрос – это насколько твое помещение должно быть большим. В хорошем случае расстояние между стенами должно быть не меньше 3 метров. Почему, вы спросите меня? Потому что тень, которая появляется от искусственного света, не должна отображаться на стене.
Для этого тебе нужно отойти от стены хотя бы на 1,5 метра. Оставшееся расстояние тебе нужно для света и камеры, которые будут на тебя направлены. И чем больше площадь помещения, тем лучше. Но встает вопрос тогда о большем количестве источников света, чем с расстоянием между стенами в 3 метра. Если расстояние будет больше, чем 3 метра, картинка улучшится и станет объемнее, но и затрат на свет тоже будет больше. Если не хватает света, ты еще можешь настроить в своей камере баланс белого и температуру. Есть на YouTube много материала на эти темы, и ты можешь детально разобраться в вопросе настройки баланса белого и установки света в помещении. Также в будущем я покажу свой вариант освещения и как я его устанавливаю. Еще я рекомендую вам не повторять увиденное в деталях, а проэкспериментировать со светом. Как вы уже могли заметить, несмотря на большой объем света и учтенного расстояния, моя картинка оставляет желать лучшего. Почему у меня получилось не очень качественно, мы также можем обсудить в комментариях под видео. Что касается оборудования для вашего помещения, вам нужно протестировать освещение, ранее установленное в помещении, и понять, можно ли использовать его как один из источников, есть ли в помещении естественный свет и как он влияет на картинку. Понять на практике, можно ли его применить, используя дополнительные уже имеющиеся приборы, включая их по очереди, проэкспериментировать на практике. И последнее, ответить на вопрос, в какой области вам не хватает света. Это может быть ваше лицо, фон, контурный свет может отсутствовать. Возможно, в вашей композиции есть детали, которые тоже нуждаются в определенном источнике света. В следующем моем видео я хотел бы поговорить о ораторском искусстве и как снять комплексы, если они присутствуют, и как справиться с проблемой раскрутки YouTube, по мнению успешных блогеров. Я буду повторять их указания, и мы вместе будем наблюдать, работает это все или нет. На данный момент YouTube ведет себя очень плохо, и у меня возникли большие сложности с подписчиками. Я очень надеюсь, что все скоро восстановится. А на сегодня у меня все. Всем удачи, до скорой встречи, жду комментариев под видео.